Лиза ехала в электричке домой из областного центра. За окном мелькали огоньки деревень, станции. Но Лиза их не видела. Ее глаза застилали слезы, которые сами лились из глаз. Время от времени она доставала из сумочки какую-то бумажку, перечитывала, как будто не верила в то, что там написано. Люди входили, выходили. Постепенно вагон пустел. Лишь несколько человек сидело в разных местах. Напротив Лизы давно никого не было, поэтому она уже не сдерживалась, а плакала и вытирала слезы маленьким носовым платочком. Такая надежда была на эту клинику. Сколько про нее говорили, хвалили. Но мой случай оказался безнадежным. Все врут. Гадалка обнадежила, сказала, что будут у меня дети. А вердикт врачей, что я бесплодна. Только деньги все собирают, наживаются на чужих бедах. За что? Почему именно я? Вон у соседей-алкоголиков чуть не каждый год рождаются малыши. Дома уже 5, а соседи говорят, что и оставляла в роддоме она не раз. А ей, Лизе, за что такое наказание? Чем прогневала? Они с Сергеем уже 10 лет как были женаты. Поженились совсем молодыми, сначала о детях и не думали. Надо было устроиться в жизни. Сейчас же оба работали, зарабатывали хоть и не огромные деньги, но вполне хватало. Квартира своя есть, Лизе от бабушки осталось. Ремонт в ней постепенно сделали. Только вот детишек нет. И не будет. Никогда она не узнает, каково это быть мамой. А ведь только об этом она сейчас мечтает. Все бы взамен отдала. Вдруг рядом с Лизой присела старушка. Лиза ее до этого и не заметила в вагоне. «Я вот поближе к выходу, а то сумка у меня тяжелая. Вы не против?» «Конечно, не против. Места много. Я вам помогу с сумкой. У меня поклажи нет». Несколько минут ехали молча. Лиза вытерла слезы и уставилась в окно. Неудобно ей было плакать при чужом человеке. Теперь она замечала пейзажи за окном. Некоторые наводили грусть, а на какие-то хотелось любоваться. Но электричка мчала вперед, оставляя их позади. «Я всю дорогу на тебя смотрела. Гложет тебя что-то, что слез держать не можешь. Может, помощь какая нужна? Ты скажи. Выговориться тебе надо. Может, и подскажу чего. Скоро уж 80 лет стукнет. Пожила, ума-разума набралась. Если не хочешь, не говори. Извини, что лезу в душу. Мне моя мама всегда говорила: ты поделись, мир не без добрых людей, помогут. А если в себе все держать, здоровья не напасешься». Лиза повернула голову к попутчице. Маленькая, сгорбленная от времени старушка смотрела на нее добрыми глазами. Мать свою Лиза не помнила, растила ее бабушка, но и та уже умерла, оставив Лизу одну. Поэтому прижаться к родному плечу она не могла. Старушка очень походила внешне на ее бабушку, особенно глаза и улыбка, как будто маленькой девочкой себя почувствовала. «Может, вы и правы, надо мне выговориться», — тихо сказала Лиза и продолжила после небольшой паузы, как бы сама соглашаясь со своими словами. «Я вышла 10 лет назад замуж. Муж хороший, заботливый, но одна у нас беда. Никак не получается детей завести. Объехала все больницы. Везде говорят, что здорова. И к бабкам, и к гадалкам ходила. Все обнадеживает. Узнала вот о клинике в областном центре. Вот еду оттуда и везу свой приговор, что не будет у меня никогда детей. Ну как мне не плакать? Муж только о детях и говорит, а я пустышка, не способная ни на что. Зачем я ему такая нужна? Да и самой себе-то не нужна». Лиза опять полезла за платком. Старушка молчала, а потом заговорила. «Я еду к своей дочери.
Она взрослая. Ты как рассказала, я сразу себя и вспомнила. У меня сразу после свадьбы получилось забеременеть. Родила, но ребеночек несколько часов пожил и умер. И так я 3 похоронила. Ходила и рожала легко, а потом вдруг умирали. Кто неделю проживет. Последний месяц радовал меня. Врачи руками разводили только. После похорон 3-го я чуть руки на себя не наложила. Свекор вытащил. Говорит: чего удумала, глупая? Я ему: зачем мне жить, раз не могу вам наследника родить? Значит, не время еще. Погодь, Господь, может, испытывает тебя, проверяет. Так в чем же я провинилась, что меня надо так наказывать? Так ему виднее, не нам судить. Но поверь мне, все у тебя будет хорошо. Попомнишь мои слова потом. Так и вышло. Но первые детки у нас дома появились не так, как хотелось бы. Семья старшего их сына погибла, в бане угорели. Детки, их близняшки, у нас гостили. Мы с родителями еще тогда жили. Остались сироты. Мы с моим Мишей их и забрали. Растили как своих. Я уж смирилась со своей долей. Мальчишки меня мамой начали звать. А в 40 лет и подарил мне Господь дочку. Не думала, не гадала. И тут такой подарок. Поэтому не стоит тебе расстраиваться, голубушка. Ты еще молодая. А врачи, они и ошибаются часто. Тут объявили их станцию. Лиза помогла старушке с поклажей. На перроне ее встречал молодой человек. «Бабушка Катя, я здесь!» Он махал руками и практически бежал ей навстречу. Старушка попрощалась с Лизой и засеменила к внуку. Перрон быстро опустел. Лиза ждала мужа. Вот и он появился вдалеке. «Извини, на работе задержали. Ну что сказали врачи?» Сразу спросил он. Лиза молча уткнулась в широкую грудь Сергея и зарыдала. Потом отпрянула и сказала: «Если ты меня бросишь, я не буду в обиде. Я знаю, как ты мечтаешь о детях, а я родить никогда не смогу». «Стоп, ты о чем? Сама все решила? А разве, кроме как родить, ребенок в семье не может появиться? Но все будут знать, что он приемный. Давай обсудим все дома. Будет и в нашем доме звучать детский смех. Вот увидишь». Вечером они долго разговаривали и вместе пришли к тому, что возьмут маленького ребенка для усыновления. Уже на следующий день изучали, что для этого потребуется, понимали, какой сложный путь надо будет пройти. Но они принимали решение вместе, и это придавало сил идти вперед. Через 2 года в семье появилась маленькая Настя. Тайну усыновления они скрывали даже от родителей Сергея. Девочку привезли из другого города, имитировали беременность, и все прошло гладко. Бабушка и дедушка были рады появлению внучки. Бабушка носила на руках малышку и приговаривала, какая та хорошенькая, вся в маму с папой. И в этот момент, когда они думали, что жизнь их теперь наладилась и в доме все счастливы, судьба послала новые испытания. Девочка росла очень болезненной. Лиза из больниц не вылазила. Свекровь их поддерживала. А вот Сергей становился все более отдаленным. Уже не так часто появлялся в больницах, а когда они были дома, бывало не приходил домой, ссылаясь на загруженность на работе. Ведь он работал один, и надо было содержать всю семью. Так прошло 4 года. Однажды, вернувшись из больницы, вещей мужа она не обнаружила. Только записка лежала на кухонном столе. «Прости, я так больше не могу. Ты растворилась в ребенке, а я мужчина. Встретил женщину. Мы с ней уже год. Скоро у нас появится ребенок. Настю не брошу. Помогать буду». И больше ничего. Как будто и не было столько лет совместной жизни. Вот так он просто и легко вычеркнул ее из своей жизни.
тут бы расплакаться, но сил после больницы на это не было. Вообще ни на что не было сил. Хотелось просто перелечь и пару часов не вставать. Не успев переварить новость, пришлось встречать свекровь. Та увидела подавленное состояние Лизы, но ничего не сказала. Прошла на кухню, выставила на стол принесенную еду, заварила чай, и когда они уже сидели за столом, сказала: «Ничего не говори, все знаю. Бросить жену с ребенком – подлость. Хорошо, что отец его этого не видит. Я с Сергеем разговаривала, слушать ничего не хочет. Ты не волнуйся, я вам с Настенькой помогать буду». «А зачем вам это? Нянчиться с чужим ребенком?» Уставшим голосом спросила Лиза, не понимая того, что сейчас происходит. «В смысле с чужим?» Удивленно спросила свекровь, даже с небольшим укором в голосе. «Так Настю мы из дома малютки взяли. По крови она вам никто». Теперь тайну хранить уже не было смысла, и Лиза решила сразу все рассказать. «Ты думаешь, что я не знаю?» Сергей сказал: «Материнское сердце. Но разве это важно, кто родил дитё? Вы взяли за нее ответственность, полюбили. Думаете, что и я не прикипела всем сердцем к девочке?» Она подошла к Лизе и обняла. Вот тут уже и Лиза не сдержалась и расплакалась, а в это время ее гладили по голове и успокаивали. Сергей подал на развод, платил алименты. Первое время приходил, общался с Настей, но постепенно его визиты сошли на нет. В трудные минуты всегда рядом была бывшая свекровь. Встретить из садика, сводить на кружок, выучить уроки. Всегда можно было надеяться на ее помощь, и Анастасия Валерьевна делала это с радостью. Иногда забирала внучку к себе на выходные. Настя пошла во 2 класс, когда за Лизой стал ухаживать мужчина. Сначала Лиза отвергала его внимание, но свекровь, увидев ее выходившую из машины, заявила: «Я вот не понимаю, тебе уже 35, а ты как девчонка прячешься. Если полюбила, то пробуй, встречайся. Думаешь, я буду против? Напротив, порадуюсь за тебя». И тут Лиза улыбнулась. Она еще не любила этого мужчину, но он ей нравился, и так хотелось полюбить и быть любимой, но боялась, сама не знала чего, а после этих слов решилась начать встречаться. Через год Лиза вышла замуж и почти сразу узнала, что беременна. Гуляя по парку перед самыми родами, Лиза увидела вдалеке старушку, так похожую внешне на бабушку-попутчицу из электрички. Почему она ее вспомнила, Лиза сначала сама не понимала. Маленький мальчишка прижимался к бабушке, называя ее бабушкой Катей. После этих слов Лиза и вспомнила ту встречу и поняла, что назвать свою дочку хочет только Катей. Роды прошли хорошо. Теперь в семье растут 2 девочки. Все плохое забылось. Настя заканчивает школу уже. Катюша пошла в 1 класс. Лиза стала хорошей мамой, а Анастасия Валерьевна любит свою дочку Лизу и внучек. От сына не отказалась, но встречается с ним и внуком редко. Переехали они уж больно далеко, но рядом ее Лиза и внучки. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.